Так, сегодня рассматриваем энергию 16-го аркана, башня. У нас, в принципе, уже пошла настройка еще вчера, и было понятно, что без этого аркана невозможна ни одна трансформация. Этому аркану соответствует руна Хагалас. Вот эта руна. И естественно, что на ней уже само понятие стихия. Внезапная смена установок, новый путь. То есть она как раз, эта руна, как скальпель хирурга, открывает нам возможности начать что-то новое через сепарацию со старым. Мы уже осознали, что 9-й аркан Отшельник имеет очень такую переходящую энергию в аркан 16-й башня, потому что 9-й аркан – это рождение, а Хагалас словно перерезает пуповину у новорожденного. Поэтому они энергетически связаны и как бы помогают друг другу. Наша медитация на Байкале, медитация сепарации, как раз построена в энергиях 9 и 16 аркана. Там, где мы освобождались от ограничивающих убеждений, программ, которые нам навязывают по роду, которые сейчас уже не жизнеспособны. Поэтому я по-прежнему рекомендую вам воспользоваться медитацией на Байкале. Пишите мне в личку, чтобы получить доступ по ссылке. Пока я готовилась и пошла уже настройка, у нас вышла энергия Кана, энергия прорыва. Это естественно, потому что Кана – это энергия огненная, импульсная. Это состояние, в принципе, мага в его момент манифестации, когда мы раскрываем все свои чакры, пропускаем энергетические потоки, достигаем своего пика в раскрытии. Поэтому Кана часто символизирует раскрытие потенциала. И также пошла энергетика 4-го аркана, император. Это тоже очень интересная энергия, энергия прорыва. Энергия человека, который готов уже совершать непосредственные действия, вообще много огня, говорит о том, что это энергия действия. Волевой центр чувствуется в этом моменте. И королева жезлов. Кому резонирует эта дама, тоже принимайте. Огненные потоки женского типа. Это такие действия, связанные с женской пластикой. Движение в потоке, когда идет движение по интуиции, тем не менее оно тоже очень мощное, очень импульсное, с такой, со своей вот женской логикой, никому неведомой. 5-ка чаш как раз символизирует отречение от старого и бурю эмоций, которые, ну вот, потоками идут на нас в тот момент, когда мы осознаем себя еще в таком моменте переходном, да, от старого к новому. И вот здесь как раз у нас дар признать ошибку. Дар признать ошибку – это как раз про это. Про то, что мы ведем переоценку ценностей, про то, что мы признаем какие-то свои косяки, но это не проблема, у нас будет новый день. Вот здесь про веру в будущее. Ну и сейчас я начинаю снимать уже непосредственно энергетику с 16-го аркана башня. Мы сейчас находимся в Аланье. Нам предстоит работа на местах силы. И мы будем работать также со стихией воздух. Нам предстоит парапланинг. Сегодня будем заказывать уже его, для того, чтобы на рассвете, в лучах рассвета, совершить прыжок в неведомое, раскрыться новому. Поработаем со стихией воздух, которая очень сильна именно на рассвете. Итак, я снимаю энергетически информацию. Несущая чистота 16-го аркана башня. Его суть, его основа. Хагалас и ингус. Я буду ложить к себе, потому что иначе будет мне неудобно работать все-таки. Хагалас и ингус.
как говорится, Ингус – это наподобие аркана смерть, это трансформация, это переход в новое. Здесь понятное дело, что мы отталкиваемся от старого, мы понимаем, что у нас есть и база, от которой мы можем оттолкнуться, у нас есть и опыт, который нам сейчас очень нужен, он нам пригодится. И в то же время невозможность оставаться там, где мы есть. Вот пятерка чаш, я ее очень чувствую, я ее очень воспринимаю внутренне, как сознание человека, который, ну вот, пережил много, и в принципе больше ничего, здесь ему нечего делать. Ему нужно куда-то двигаться дальше, иначе он так и будет ходить по кругу. И вот приходит энергетика Хагалас, энергетика 16-го аркана башня, и говорит: у тебя есть шанс начать все сначала. Главное поверить в себя. Вот здесь очень важный момент, потому что нам уже показали и Кана, и Император, и Королева жезлов. Это про веру в себя. Это получится у того, кто поверит, это получится у того, кто сможет сделать шаг вперед, кто пройдет через свои страхи. Так, я хотела еще руны взять. Раскрываем дальше энергетику Хагалас. Хочется говорить Хагалас, хотя это энергетика 16-го аркана, но они настолько мощно переплетаются, я прям чувствую здесь очень мощное наложение. 16-й аркан башня в основном всех пугает. Во-первых, 16-й аркан изобразили как рушащуюся башню. Люди прыгают из этой башни. Она напоминает какой-то ужас, кошмар ужасный, смерть, неуправляемые какие-то моменты. То есть, когда мы должны принимать так, как есть, и смириться с тем, что есть, и тем не менее это ужасно. И вот многие застыли в этой энергии. У нас выходит Перт, и у нас выходит Феху. Интересно, да, любопытно. Перт и Феху такие женские потайные энергии, когда творится новый мир, но он пока не проявленный. И очень сложно найти ресурс в этом моменте. То есть мы понимаем, у 16-го аркана, как и у всех арканов, есть тень и есть ресурс. Но вот здесь ресурс совершенно не очевиден. По Перт нужно приложить большую мудрость, очень много внутренней силы для того, чтобы осознать ресурс 16-го аркана. Как бы кризис на поверхности. В момент кризиса люди в основном заняты выживанием, они собираются. Почему столько огня? Потому что когда ужас ужасный, нам надо что-то делать. Прежде всего нам надо спасать, потому что все погибло, все пропало, надо что-то делать, все бегут. И вот здесь поэтому столько огненных энергий. Но на самом деле Перт и Феху говорит о том, что в тот момент, когда нам кажется, что мы теряем, в этот момент у нас рождается что-то новое, замечательное, но оно рождается в тайне. Что значит в тайне? То есть никто не обращает в этот момент на это никакого внимания. Просто не до этого. А тем не менее огромный колоссальный ресурс есть. Также я здесь чувствую энергии неосознанности. То есть в этот момент очень сложно фокусироваться на чем-то, ну, здравомысляще. Поперт это такое энергетика подсознания. То есть я в основном на эмоциях, на интуиции, я что-то чувствую, иду на запах. То есть здесь что-то звериное. Я иду, мне туда. Мне кажется, вот это мне поможет. То есть до конца человек в этот момент вообще не осознает, почему он так поступает, почему он так говорит. Им движет нечто тайное, какая-то тайная внутренняя суть, которая говорит: это тебе поможет, вот это делай. Хотя это не факт. И вот по Феху здесь есть как раз ресурс в непознанности, то есть как раз поиск новых вариантов, поиск тех путей, которыми мы еще не ходили, потому что Хагалас пришел в тот момент, когда все пути исхожены, когда весь опыт получен. И надо что-то новое, да? А что? А я знаю, что мне надо новое, а какое и куда? Я не знаю. И вот когда энергия Хагалас говорит: сейчас узнаешь, сейчас мы тебе откроем видение.
Это будет больно, но быстро. И вот здесь происходит вот это осознание. То есть, ах, вот оно, что я теперь знаю, мне туда. Оно приходит изнутри, через боль, через страх мы проходим и рождаемся. И оказывается, по феху, вот это же просто клад. Как я этого не видел, как я этого не замечал. Это то, что мне нужно. Это мой новый ресурс, это та территория, которую я буду осваивать. Теперь мне есть чем заняться. На долгие там годы у меня есть теперь чем заниматься, я обрел. Мне вот тут работать и работать, оказывается, еще. То есть вот такой момент, вот такая идет информация. Так, раскрываем глубже. 16-й аркан, башня. Вначале просто, что пойдет из потока, потом мы будем раскрывать карму 16-го аркана и отдельный ресурс. Итак, 16-й аркан башни. Энергия 16-го аркана. Что она значит в матрице Земли? Посмотрим. Пока мы рассматриваем матрицу третьей мерности. И в самом конце мы будем настраиваться на пятую мерность. Так, паш чаш. Да, королева пентаклей, в принципе, это все дублирует. Это все дублирует, это переживание незрелых эмоций в момент очень тяжелой кризисной ситуации, в основном финансовых потерь, потерь жилья, потерь здоровья, потерь какой-то базы материальной. Полное ощущение того, что я не знаю, я не понимаю, как я буду жить дальше. То есть моя жизнь сейчас, в принципе, полностью зависит от того, что я должен найти выход из этой ситуации, но пока не знаю какой. Кстати, искать выход из ситуации очень сильно мешают эмоции. Они здесь очень прямо криком кричат, очень фонят. И человек не видит ничего просто из-за того, что слишком эмоционален. 17-й аркан звезда. Очень неожиданно. Ага, 4-й аркан мечи, да? Четверка мечей, тройка чаш. И король чаш. Да, мне понятно, о чем здесь говорят. По 17-му аркану звезда. Дистанцирование от ситуации. Смотрим на нее, учимся смотреть на кризисную ситуацию с позиции наблюдателя, с позиции того, не кто внутри этой ситуации, а тот, кто снаружи. И здесь вырабатываем в себе, конечно, позицию Творца, контроля над эмоциями, умение видеть положительное в этой ситуации. Потому что, посмотрите, тройка мечей переходит в тройку чаш. С одной стороны, ужас ужасный, а с другой стороны, может быть, даже хорошо, что так получилось. Иногда даже кощунственно так звучит. Например, человек что-то потерял или, не дай бог, кто-то умер. Но открывается что-то новое, открывается новая какая-то реальность, и ты понимаешь, что вот этот уход человека из твоей жизни, физический или просто моральный, вот эта потеря финансовая, она как символ, она просто символ врат. Она тебя как будто бы вручает, передает в эту иную реальность. То есть, по сути дела, это событие явилось просто спусковым таким механизмом. Получается, что ты и не обесцениваешь это событие, и берешь из него ресурс, и место даешь этому событию в своей душе и в своей жизни. То есть ты не гипертрофируешь это событие, оно не застит тебе полностью сознание. И в то же время ты понимаешь важность этого события и понимаешь, что без него не открылось бы вот это новое. Вот это вот очень важно. Поэтому вот эта эмоциональная работа над собой, умение войти в состояние звезды, да, когда ты в башне войти в состояние звезды, это, конечно, повод для творчества.
Так, энергетика. Да, тут резко человек, кстати, взрослеет по эмоциям. То есть, если по эмоциям человек был незрелый, если, например, он... Даже вот здесь идет информация. Есть люди, которые стягивают эмоции с других людей. Например, они не привыкли самостоятельно решать вопросы. Когда им плохо, они пользуются подсказками других людей. А лучше, конечно, воспользоваться помощью другого человека. Это вообще замечательно. Если за тебя кто-то сделает, вообще чудесно. То здесь эти люди резко взрослеют. Вот когда с ними происходит башня, у них жизнь прямо на до и после. Вот это как если, например, ребенок и армия, да, резко повзрослели. Или там какое-то еще другое событие. У нас такие события случаются периодически. Да, вот аркан игривость ложится на пажа чаш. Это как раз вот это вот детская такая эмоция. То есть человек просто незрелый. И тут приходит состояние мудрости. Оказывается, и так бывает. Шестерка чаш. Завершенность, печаль. Да, здесь понятно. Здесь про события, в которые ты очень долго вкладывался. У нас бывают периоды в жизни, когда мы во что-то верим. Вот, кстати, звезда – это тоже про это. Мы идем за своей звездой. Нам кажется, это наш путь. Мы вкладываемся в это. Нам кажется, что вот когда это произойдет, вот тогда заживем. И вдруг приходит Хагалас и говорит: попробуй теперь без этого. И тут, конечно, вот твоя мечта рушится. Это как раз про то, когда, а зачем это все? И вот этот аркан печаль, а смысл? Теряется смысл, теряется, у тебя выбивают почву из-под ног. Ну, допустим, без денег я еще могу, но без мечты никак. И вот это вот состояние без мечты, без идеи, без смысла, оно убивает еще больше, чем материальная потеря на самом деле. Например, да, может быть, уйти может, например, человек из жизни, может бросить муж, может сгореть дом. Это можно еще как-то пережить, но как остаться в одиночестве и как остаться без мечты? Вот эта душа никак не может с этим справиться. То есть она не сепарирована, она достаточно, она как бы проросла в это все эмоционально. И вот когда мы слишком к чему-то привязываемся, приходит Хагалас. По сути, он нас выводит в состояние баланса. Он нам говорит: ты немножечко заигралась. Ты придаешь слишком большое значение тому, чему не стоит столько внимания уделять в своей жизни. Мы покажем тебе, что это все тленно. Это неудачная инвестиция. То есть инвестицию надо, инвестировать надо во что-то вечное. Вот, например, что мы не можем потерять никогда? Себя. Себя, свою душу, божественное Я, божественную суть. Это невозможно у нас отобрать. У нас невозможно отобрать свободу, хотя кому-то кажется, что можно. На самом деле свободный человек и в тюрьме будет свободен. У нас невозможно отобрать наши мысли, идеи. Это невозможно отобрать. У нас невозможно отобрать нашу любовь, нашу веру. И вот по звезде вот в это мы начинаем инвестировать. В то, что всегда останется с нами, и даже после нашей смерти это будет нашим достоянием, нашей ценностью. То есть хорошо нам показывают, что тленно, а что вечно. Ловушка отречения. Да. Ловушка эгоизм. Дар причастность. Дар причастность очень интересен здесь. Умение принимать это событие таким, какое оно есть, и видеть в нем исцеление, видеть в нем наставление, в ней какую-то мудрость Творца, видеть в этом проявлении, болезненном достаточно. Ловушка припадок бешенства.
Ну, здесь мы можем на Творца даже гневиться. То есть вот здесь вот идет потеря смысла. То есть ты же сам, ты Творец, я тебе верил, ты дал мне какой-то, допустим, ты дал мне любовь, ты дал мне любимого человека. Я построила с ним союз, я вкладывалась в это, а ты у меня его отнял. Зачем это все, да? Или ты Творец, ты дал мне какую-то смысл через мое служение, через какое-то мое творчество, может быть, через мой бизнес, кто-то служит через свою профессию и так далее. И вдруг меня увольняют, или что-то еще происходит. Я, оказывается, никому не нужен. И то, что я делаю, никому не нужно вообще. И мне прям так и говорят: уходи, ты нам не нужен такой. Ты постарел, например, или ты не в тренде. Или просто мы закрываемся, а все остальное твои проблемы. И только вчера у тебя все было, а сегодня уже нет. И, конечно, припадок бешенства. Вот эта ярость, которая... Почему тут столько огня у нас выходил? Император – это состояние гнева. Но этот гнев – наш ресурс. Я смогу, у меня получится. У меня не отобрать то, что ценно, то, что вечно, мой опыт, мой ум, мою духовную суть, мою мудрость, мое творчество, мою веру. Вот. И здесь полностью сгорает эго. Вот эго, оно как бы преображается, вот волевой центр совершенно иначе, он трансформируется. То есть ты начинаешь действовать из состояния, что даже если завтра я все потеряю, сегодня я это сделаю. Вот это вот состояние здесь и сейчас. Я буду жить сегодня, я буду жить сейчас, даже зная, что завтра это никому не будет нужно. Даже зная, что завтра я потеряю все. Я уйду на другой, как говорится, в мир иной, и обо мне никто не вспомнит, но сегодня я это сделаю. Все равно. А вот тут ценность момента здесь и сейчас. Я выбираю не потому, что я не выбираю будущее, я выбираю жизнь здесь и сейчас. Здесь такая честность по отношению к себе. Я не могу так не поступить, я не могу так не сделать. Это мой поступок, это мой выбор, а дальше будь что будет. Без всяких «если», «а вдруг», я сейчас сделаю это, а потом вдруг будет то, и я пожалею о том, что сделал. Нет, здесь уже не про это, здесь слишком взрослые эмоции. Я никогда об этом не пожалею, потому что это был мой выбор, я точно этого хочу. И слышать себя, слышать свое сердце способен только зрелый человек, открывший свое сердце, действительно, открывший свою душу, а не живущий вот в этом мраке каких-то чужих догм. За что дают кармический 16-й аркан башни, кто получает его в карму, у кого в матрице в минусе 16-й аркан. Как это происходит, почему? Ансус, Кана. Мне идет предательство самого себя. Особенно, когда мы это проговариваем. Мы можем сказать что-то такое, например, в пылу каком-то, в конфликте. Мы можем сказать: мне все равно, а гори оно огнем. И оно сгорает. Уходи, я не хочу тебя видеть, и он уходит. Пропади ты пропадом, и он пропадает. Очень мощная манифестация через горловой центр, причем с таким негативом. Я бы назвала это проклятием. По энергетике это проклятие. Поэтому тут припадок бешенства, эго вышло. Хагалас. И именно на негатив это идет. Ух ты, Альгиз.
выбор. Да, вот в этот момент это точка zero. С этого момента твоя жизнь просто делится на до и после. И причем интересно, ты сам хотел, ты сам это сказал. Это по принципу, за что боролись, на то и напоролись. Это по принципу бойтесь желаний своих, либо они сбываются. Но здесь, конечно, неосознанно. Это все неосознанно. Это в пылу, в припадке, в бешенстве, потому что Кана и Хагалас. Это стихийная реакция, это через обиду, через гнев, через злость. Вот такая вот реакция. Имеет очень большую силу. Мне показывают, что бывают ссоры, например, такая иллюстрация, ужасный конфликт, страшный скандал, и кто-то кому-то выпаливает что-то вот так от сердца, и у другого сердечный приступ, и он умирает. И тот человек, который это сказал, конечно, смерти не хотел. Естественно, он этого не желал. Но сделать ничего нельзя. Это Хагалас. Ты уже ничего не можешь. Ты рубанул, и пришить назад не получится. Вот это состояние я не хотел, я сожалею, мне очень жаль, но сделать ничего нельзя. Ничего. Луна перевернутая, неумение справляться со своими эмоциями. Причем все эмоции идут от страха. Например, страх потерять человека приводит к тому, что ты кричишь: убирайся вон. Я тебя ненавижу, потому что ты его на самом деле любишь. То есть здесь такой перевертыш эмоциональный, когда ты не можешь по-другому реагировать, ты не справляешься со своими эмоциями. И ты, чтобы не показать, вероятно, свою слабость, зеркало такое выставляешь. Ты говоришь все наоборот, а когда оно случается, ты говоришь: я не хотел. Я совсем не то хотел. Я хотел сказать, что я люблю, а сказал, что ненавижу. Я хотела сказать: обними меня, останься со мной, а сказала: уйди вон. То есть вот это. Императрица. Мир перевернутый. Восьмерка жезлов перевернутая. Да, ты сама разрушила свой мир. И теперь ты одна. Ты сказала, и это случилось. Тут даже аркан отшельник. Одиночество. Я здесь чувствую императрицу, которая одна. Она со всеми перессорилась. Она всем все сказала, но почему-то не стала счастлива. Вот почему-то она не стала счастлива. Все произошло, как она хотела. Она всем все пожелала. Кто-то умер, кто-то ушел. Бизнес разрушился. Но почему-то легче жить не стало. Странно. Очень странно. Почему? Двадцать первый аркан мир 2 раза. То есть здесь я чувствую связь с этим арканом. Аркан завершения. Аркан, который изображают как складывание пазлов. То есть теперь у нее есть повод подумать. А нам хорошо думается, когда мы одни, никто не мешает. Работы нет, денег нет, здоровья нет, мужа нет. Тут есть о чем подумать и есть когда. Седьмой аркан колесничий. Да, есть возможность выстраивать планы, думать о каком-то новой самореализации, другой деятельности. То есть у этой императрицы есть новый шанс через страшный, ужасный кризис. Ну, потому что она признает, что это она сама виновата. Вот это тот случай, когда человек не говорит: нет, это не я тут ни при чем. Нет, он знает, что это он. Он прекрасно это понимает. Он только не понимает, почему и зачем он так поступал и так говорил. Да, здесь есть новое. Туз жезлов. Я смогу, у меня получится.
5 чаш. Но здесь придется выгружать программу, потому что по 5 чаш происходит что? Появляется новый муж, новый бизнес, и все повторяется. Какая-то прямо нас гложет вот история, и все-таки меня что-то достает. Ты меня бесишь, понимаешь? То есть все равно что-то не так. Все равно опять мы начинаем ссориться, опять скандалить, хотя все начиналось хорошо. Это программа 16-й аркан. Постоянное состояние того, что интересно только до какого-то времени что-то строить, а потом вдруг как будто теряется смысл, и мы должны сами это разрушить. Вот неумение довести, у нас постоянно ощущение счастья где-то там, и мы все время к нему идем. Но потом мы устаем, и мы говорим: нет, все-таки мы не дойдем, скорее всего. Сил уже совсем не осталось. Давайте мы это все разрушим и будем строить новое счастье на новом месте. То есть вот неумение доводить до конца, потому что мы не выдерживаем внутреннего накала, мы устаем, нас гложет энергетически какая-то программа. Ну вот слабая эмоция такая, слабый человек эмоционально незрелый. То есть любой путь подразумевает духовную зрелость, а здесь этой зрелости нет. Здесь как бы он зрелый наполовину, то есть он может что-то сделать, но наполовину. А вторую часть, где надо дожать, докрутить, добиться, пройти через испытания, потому что Хагалас, он сам по себе как экзамен приходит, как испытание. И он приходит в тот момент, когда человек чего-то уже достиг. То есть он как будто бы сам себя уже за что-то уважает, в принципе. Это не новичок, это человек, который многое прошел. Но ему как будто бы нужно сдать экзамен и перейти на новый уровень. Вот. И здесь есть такой вот привязка, завязка, во-первых, на материальном. Привязываемся к конкретным вещам, к конкретным людям. И дальше возможности развиваться нет, потому что они как бы занимают слишком много места в нашей жизни. Вот. И тут есть такая вот претензия постоянно. Почему я так много в тебя вкладываюсь, да, а ты мне так мало отдаешь. Вот тут какой-то момент такой. Это перестает тебя греть. Ты начинаешь уставать, потому что энергия течет в ту сторону, а обратно не возвращается. И ты в какой-то момент говоришь: да гори оно огнем, надоело. И перестаешь, ты как бы сам рубишь это. А потом, когда ты так внутренне себе говоришь, оно реально рушится. А ты говоришь: а я этого не хотел. А тебе говорят: ты хотел. Ты хотел, потому что ты уже не чувствовал, что это твое, и ты как бы его энергетически уже отсекал. И вот оно разрушилось физически в какой-то момент. То есть карма – это неумение, получается, отдавать отчет своим эмоциям, мыслям, словам. Очень много взрывного здесь такого потенциала. И когда человек не отдает отчет, он просто думает: ну подумаешь, сказал, я же не хотел. Он магию слова еще не постиг просто, и магию мысли. Вот почему мы будем работать с вами именно со стихией воздух. Магия слова, магия мысли. Она очень имеет мощное отношение к материализации. Она имеет отношение к горловому центру, да, и к сердечному, да. Это когда что-то сказано от сердца, с какой-то эмоцией, вот здесь и происходит магия. То есть магию в минус мы творить уже умеем, проклинать очень хорошо получается. А вот чего-нибудь создавать, это как сделать хотел грозу, а получил козу. Ну, козу у нас хорошо получается. Посмотрим, что у нас получится в плюсе. Аркан замедления, цветения, императрица. Очень интересно связано. 2 раза императрица, это знак. 2 раза аркан мир. Как-то эти арканы связаны. И аркан разум. Здесь повторяется про то, что человек не осознает, каким последствиям, совершенно верно, приводит. То есть это материя. Императрица – это материя. То есть человек только подумал или всего лишь сказал, а произошли такие события.
Но потом он понимает, что он сам это говорил, но позже. Дар благословения. Ловушка вызывать разрыв. Ловушка роли. И дар юмор. Да. Но дар юмор здесь показывает, что потом становится ясно, к чему вот привело. То есть тут юмор это как раз про то, что ах, вот оно почему случилось. Я же не думал, что все так произойдет. Это вот про это. Надо же, какой парадокс. Я вроде бы сделал какую-то мелочь, я даже не понимал, что это приведет к таким последствиям. Вот здесь вот дар благословения, это про то, что Вселенная говорит тебе «да». Ты говоришь «пропади пропадом», она говорит «сейчас пропадет». И так далее. То есть фактически тебя благословляют на разрыв, на все твои... То есть проявляется. Это вот магия в минусе, она проявляется реально. И, конечно же, разрушать проще, чем строить. И часто люди, когда идут вообще в какую-то эзотерику, в магию, их затягивает темная сторона, потому что у них это хорошо получается. Сглазы, порчи, там, не знаю, что-то там еще. Это очень хорошо. Они так умеют пахагалас, как бы чудесно, да. Но потом, когда этот урок пройден, все-таки, скорее всего, человек устремляется к поиску новых форм. Итак, мы смотрим ресурс. Самое интересное. Мы смотрим ресурс 16-го аркана. Мы хорошо осознали его минусы. Поток очень мощный от 16-го. Так, ресурс 16-го аркана. Урус. Правильно. И Солнце. Правильно. То есть вот эту свою бешеную энергию направить в мирное русло. То есть весь свой гнев, весь свой пыл, весь свой эгоизм по Солнцу, без увечий и катастроф, мы направляем в нужное русло. Вот это хорошо. То есть мы не боремся с этими эмоциями, мы их просто трансформируем. И мы их не направляем. Тут эго в чем? Эго всегда обвиняет других людей в своих проблемах. Ты меня достал, уйди, сгинь, не существуй больше в моем мире. А когда эго проработано, ты начинаешь задавать себе вопрос, а как этот человек вообще появился в твоей жизни? В голубом вертолете или как? Мы часто сами приглашаем в свою жизнь людей, а потом не знаем, как от них избавиться. Райда. Исса. Да. Ресурс 16-го аркана в том, что он нас останавливает и дает нам время на подумать. А вот теперь стоп, говорит 16-й аркан. Лежа в клинике на койке, с сердечным приступом или поломанной ногой, у тебя есть время подумать, зачем ты живешь, что ты любишь, чего ты хочешь, да? И так далее. То есть тогда, когда дом сгорел, или ты стоишь на кладбище у близкого человека, ты думаешь, и стоило? Стоило злиться, стоило ругаться, стоило проклинать. Зачем это все нужно было? Особенно, если это тебе дорого, и ты хочешь на самом деле противоположного. То есть он очень хорошо останавливает, он очень хорошо нам дает. И времени он дает нам столько, сколько нужно. Потому что по Исса мы дальше никуда не идем. Вот пока мы не переболеем, не переживем, не перестрадаем. Некоторые в 16-м долго находятся. Они все думают и думают и думают. И взять ресурс из этого состояния, ну, никак не могут, потому что все еще плохо, все еще больно. Как я понимаю, выход из ситуации – сепарация. Сепарация необходима, потому что это же и есть, Хагалас, это и есть растождествление себя.
То есть нужно взять ресурс. Нужно, во-первых, Иса – это замерзшие, застывшие эмоции. Это когда они уже отстрадали, отболели, и мы приходим в баланс. Это, в принципе, тот же аркан звезда. Это та же королева мечей. Это состояние ясного ума, спокойного рассудка, спокойных эмоций и точного понимания, что мне нужно. Вот здесь очень интересно. То есть эмоции отбушевали, и осталась Иса, осталась тишина и покой. Ледяная пустыня, на которой пока ничего не растет, но когда солнышко пригреет, все будет. И вот человек как бы в состоянии поиска этого, вот он пришел уже в баланс, но теперь ему необходим вот этот прорыв, ему необходимо что-то еще, да, какая-то, дайте мне сигнал, дайте мне точку приложения, да. Вот он ищет этот сигнал, он находится в медитации, он находится в таком состоянии, весь превращается в слух, причем слух внутренний, не внешний. Он даже не ищет сигналов из внешнего мира, он просто обращается вглубь себя. Наконец-то он начинает слышать себя, он понимает, что никто не виноват. Он сам это сделал, он сам и выйдет из этой ситуации. Так, ресурс. Смотрим дальше. Паж жезлов, умеренность перевернутая, король пентаклей и девятка пентаклей. Ну, это понимание того, что человек, во-первых, он себя не осуждает, он действительно берет ресурс из этого опыта. Он говорит: да, это все сделал я, но это был я прошлый. Это был я маленький, я неосознанный. Я тот, которому нужно было это все пройти, чтобы повзрослеть. И самое главное, он не осуждает себя. Он способен сказать себе: ну теперь все будет иначе. Теперь ты сможешь как раз вот твой потенциал куда-то обратить в какое-то хорошее, очень благородное дело. То есть какая-то самостоятельность, самодостаточность, понимание того, как действовать, да, в мир отдавать, вот это все, совершенно верно. Вот, то есть тут осознание того, что это просто, ну, это было детство на самом деле. Ну, можно ли осуждать ребенка за такое поведение? Тут есть принятие себя. Вот самое главное, мне кажется, принять себя, как будто это ты в детстве делал. Двойка. Верховная жрица. Двойка пентаклей. Король пентаклей 2 раза. Это тоже интересно. И король мечей. Здесь идет такая информация. Ресурса здесь очень много. Во-первых, у этого человека, который прошел через потери и утраты, он, если готов уже подниматься, да, то это великий человек. Это великий человек, он способен создать с нуля практически все. В нем сочетаются такие вещи, которые редко сочетаются в обычных людях. Здесь и король пентаклей, и король жезлов. Сила воли, мотивированность, ресурсность, настойчивость. Кстати, вот чего не хватало ему раньше, ему не хватало терпения, настойчивости и умения доводить до конца. Вот эти качества у него появляются, и теперь его не остановить. То есть в нем наконец-то он может довести до конца. И он, конечно, сделает свой проект, создаст семью, либо построит новый дом.
Это абсолютно точно будет. Во-первых, он даже сам в этом не сомневается, у него нет никаких «если». Если это будет, если получится, а вдруг опять Хагалас придет. Нет, он знает, что Хагалас уже не придет, потому что он взял весь опыт из этого, он повзрослел, он прекрасно понимает, у него нет вот этого страха, что, знаете, человек, который не прошел башню, он боится. Он думает, так, хорошо, я сейчас, дом сгорел, купил квартирку. А если квартирка сгорит, что тогда делать? А если доллары упадут? А если евро? А где хранить деньги? Куда бежать? То есть у него постоянно он мечется. Он думает, в чем хранить деньги, в долларах или в евро, продавать или покупать. Квартиры падают в цене, доллар растет, в общем, катастрофа. И вот это он бегает до тех пор, пока он не сдал свой экзамен. Когда он понимает, что, ну, квартиры как горели, так и будут гореть, но не у него. У него этого уже не будет. Это уже было. Потому что нет привязанности к материалу. Тут еще есть момент. Он закладывает в родовую систему новую модель выживания. В роду, вот тут верховная жрица, это ему диктовала верховная жрица страх потерь и утрат. Все только делалось ради выживания. Все, что касается материального плана, должно быть продумано и на века, то есть стабильненько. То есть все, что не дает нам стабильности, мы туда не вкладываемся. И вот что сейчас считается стабильным? Всегда считалось стабильным, например, в недвижимость вкладывать деньги, золото покупать, в твердой валюте их держать. Вот какие-то коды выживания, да? Люди там делали схроны, да? Золотые монеты как-то закапывали. То есть они что-то пытались, какую-то подушку безопасности создавать. И тут человек появляется в роду, который говорит, а нет ничего незыблемого. Любая материя разрушается. Это может быть, так бывает. Но это не повод расстраиваться. Он как бы одухотворяет материю и соединяется полностью с материальным миром, понимая, что пока его духовность позволяет, он будет расти и развиваться, а материя просто помогает ему делать это. То есть материя – это дополнительный инструмент для его реализации. Материя не является обязательным, необходимым, но она просто здесь нужна. И он не как бы и недооценивает, и не переоценивает. У него все нормально с этим. Он знает, что дом должен быть у каждого человека, но не стоит себя отождествлять, как будто бы, вот как некоторые люди, если у меня, например, не будет своего дома, значит я лузер, я неуспешный человек. Или наоборот, наконец я купила квартиру, какая я молодец и так далее. То есть не в этом-то дело. Это ничего не значит. Здесь что-то про свободу от вот этих вот догм по роду. Еще идет информация. Тут про то, что когда ты в беде, очень часто от тебя отказываются. И родственники в том числе. Сначала кричат, ты наш, мы тебя любим. Но об этом даже много поговорок, да, что жена должна быть здоровая и богатая. Вот. Но здесь про то, что ты, когда реально от тебя отказываются, тебя отовсюду выгоняют. У тебя все рушится, тебе не за что зацепиться вообще. Ты начинаешь искать ресурс в самом себе.
Ты понимаешь, вот тут и растет твоя самооценка. Потому что у нас даже поговорка есть: один в поле не воин. Мы боимся одиночества, мы боимся остаться один на один с проблемой. Мы нуждаемся в какой-то хотя бы психологической помощи. А здесь у человека взрослеют эмоции, и он просто говорит: я выстою, я справлюсь. И один в поле воин. И он борется. И он понимает, что когда приходит Хагалас или башня, ты всегда один. Никто за тебя не сдаст этот экзамен. Даже если тебе говорят: мы с тобой, и держат тебя за ручку, нет. Через это проходишь ты один. Вот здесь такой момент. Почему он и идет, вот этот Хагалас, с 9-м арканом отшельник, одиночеством. Каждый проходит свой Хагалас в одиночку. Никто за тебя это не пройдет. Двоечка, шизофрения. Изобилие. Контроль. И 21-й аркан мир в 3-й раз. Значит, ну тут прямо надо интересно, тут надо копать. Ну, кстати, 21 в сумме дает 3. Императрица встречалась уже 2 раза. Это просто очень интересные коды, которые мне говорят, что в матрице 5-й мерности они сублимируются и складываются по 2, по 3, и в 6-й мерности еще раз складываются, то есть арканов в каждой мерности становится меньше, и они уходят в 0, в 22-й. То есть арканы, они контролируют только материальный мир. Там, где материального мира нет, все, там и матрицы нет, и арканы эти нам уже не нужны. Так вот, что здесь интересно. Здесь идет информация. Уходит страх по поводу потери. Нулевой вот прямо здесь. 22-й. Прямо здесь лежит. Нулевой. Говорю про нулевой, держу его в руках. Вот это интересно просто, как идет поток. Здесь шизофрения, изобилие, контроль и аркан 21 завершение. О чем говорит этот 21 аркан? Заканчивается шизофрения по поводу того, что я все погибло, я что-то потеряю. Шизофрения так и изображается. Человек держится руками, цепляется, да, ногами за это, руками за это, и пытается все это удержать, а это все расходится в разные стороны, неминуемо. В общем, процесс запущен, вот, сил осталось не так много. И вот дальше начинается изобилие. То есть дальше ты начинаешь жить в потоке, вот в этом моменте. Ты отпускаешь контроль, и весь твой контроль, он уходит только на момент здесь и сейчас. Ты контролируешь этот момент, контроль присутствует. Нельзя сказать, что мы убрали контроль полностью. Но он вот в эту секунду контроль над твоими эмоциями, мыслями, потому что Хагалас нуждается в контроле. Мы это уже поняли. Но он нуждается в контроле на здесь и сейчас, на этот момент. И он не пытается контролировать что-то большее. Вот сейчас не говори этих слов. Вот сейчас не думай так. Вот здесь и сейчас живи в изобилии. И этого достаточно. И так каждый момент твоей жизни. В потоке, в моменте. И прекрати думать о прошлом и будущем. Иначе опять будет Хагалас, потому что некоторые прорабатывают этот аркан на протяжении всей жизни. Не могут никак сконцентрироваться на моменте же здесь и сейчас. И либо страх перед будущим, либо сожаление о прошлом отсылают нас, вытесняют нас из момента здесь и сейчас. Итак, смотрим ресурс. Дар слияния. Дар утешения. Ловушка, борьба за власть. И дар быть партнером. Очень красноречиво. Хочется вспомнить Лопе де Вега.
Кто мало видел, много плачет. Человек, который прошел страдания реальные, который терял много, через многое прошел, у него открывается дар утешения, дар великодушия. Все становится каким-то мелким, маленьким, детским. И когда кто-то страдает, он способен оказать это великодушие, это утешение другому человеку. Он способен на поддержку, потому что он прошел в разы больше, чем этот человек. Он прошел, и он стал вот таким мастером эмоций, я бы сказала. Потому что там у нас король чаш выходил, который перешел в короля мечей. Мастер эмоций. Тут много мечевого, много такого состояния. Но это не то, что мы называем контроль эмоций, типа мы их зажимаем, там, внутрь запихиваем, да, не позволяем себе самовыражаться. Это про то, что мы позволяем им быть и как бы в состоянии созерцания наблюдаем за нашими эмоциями. Мы позволяем себе страдать, плакать, но это не охватывает нас целиком. И вот здесь борьба за власть и дар быть партнером. Я думаю, что вот этот урок, потому что тут дар слияния, здесь очень много про то, что мы когда проходим через предательство, мы когда проходим через борьбу вот, за власть, то есть тут много от эго, отрабатывается эго и открывается сердце к партнерской программе. То есть сердечный центр здесь очень через Хагалас, он очень открывается. Дело в том, что девятка, отшельник, очень связана с сердечной чакрой, там 9 врат сердечных. И когда мы раскрываем наши 9 врат, каждые 9 врат раскрываются через 16-й аркан, через Хагалас. То есть, например, безусловная любовь раскрывается через предательство. Ну, чтобы было кого прощать. Каждый раз Хагалас как будто инициирует раскрытие новых сердечных врат. И только тогда ты можешь быть партнером, когда тебя предавали, тебя унижали. Когда ты предавал, ты унижал, ты оскорблял. Когда это все было с тобой. И теперь ты понимаешь, что можно по-другому. Этот опыт, эту полноту ты уже получил, и теперь ты можешь по-другому. Все то же самое, но только по-другому. Можно сказать те же самые слова по-другому. Не надо молчать. Тут про правду, про то, что мы можем быть вместе в чистом, в открытом состоянии, не доводя до конфликта, потому что конфликт – это уже результат вскрытия нарыва, замалчивания какого-то. Да? Мы много работали с жертвой в 9-м аркане, мы много работали с 12-м арканом жертва. Вот именно этот аркан и доводит нас до этого нарыва. Поэтому здесь раскрывается сердце, и каждые сердечные врата раскрываются при помощи нового урока. Поэтому Хагалас и сопровождает нас на протяжении всего духовного пути, как энергия, которая позволяет нам сепарироваться с чем-то старым и дает нам возможность для эволюции. Ну и последнее, мы считываем коды 16-го аркана башня для 5-й мерности. В кодах 5-го измерения, что это за энергия? А мы знаем, что 5-я мерность, она подразумевает отработанность уже кармы рода, то есть там не существует такого понятия, как карма, как у нас, то есть причинно-следственных связей там нет, особенно долгосрочных вот этих кармических программ там нет, там жизнь в моменте здесь и сейчас, и мы считываем как раз вот 16-й очень интересно, он как раз в моменте, он как раз про поток, да? Итак, коды 16-го аркана в матрице 5-й мерности. Эйвас, древо миров. И Манас. Какая красивая энергия. Во-первых, она настолько сбалансированная. Здесь человек вот действительно духовный. Человек духовный.
Во-первых, древо миров. Это человек, который обладает таким сознанием синтеза. Он прекрасно, он прошел путь, он возвысился, он не отрицает свой опыт, он принял его и продолжает расти духовно. И вот здесь по древу миров это сердечные врата, как раз древо миров, именно там флешка о древе миров у нас. Кто-то говорит 9, кто-то 12, а я говорю, они растут и развиваются, и гораздо больше. Но тем не менее, душа проживает опыты. Все это она в состоянии обобщать и по магу пользоваться практически, то есть осознавать, пользоваться, воплощать в жизнь. Здесь очень много созидательного. То есть весь этот опыт, оказывается, он уже не делится на плохой, хороший опыт. Он весь нужен. И здесь у меня еще идет такое сознание, как человек превращается в... Вот почему у нас выходил 21 мир, я теперь поняла. Он создает миры, он может создать вселенную свою собственную, потому что он осознает, как это созидать и разрушать. Вот этот опыт созидания и разрушения, вот этого вечного колеса, да, он его познал, и он может создать новый мир, собственный мир, причем с нуля. Вот по магу он может с нуля создать мир, вселенную. Причем как? По магу ментально. Здесь ментальное творение. Дагас. С нуля. Ансус. Словом. Но тут прямо в начале было слово. Вот в начале было слово, и это слово стало новым миром. То есть он словами, это магия слова. Потрясающе. Он просто сказал, и так стало. Это прямо какие-то чудеса. Как встань и иди. Почему вот у одного слова крепкое, а у другого все на ноль умножается? Один кричит, орет, его никто не слышит. А другой сказал, и все. И поняли, и сделали. И так и есть. Вот здесь вот очень мощно. Управление материей при помощи слова и мысли. И древо миров — это опять про 21 аркан мир, это про миры, это про создание миров, ментальное создание миров при помощи слова. Да, 4 мечей, слово. Просто думаем, говорим, мыслим и создаем. 5 жезлов. 5 жезлов очень хорошо мне показывает, что это энергия, это то, что дает энергию. То есть твоя мысль не пустая, пролетела. У нас мыслей огромное количество витает в голове. Слава Богу, что не все материализуются. Но эта мысль, она с энергией. Угу. 4 жезлов перевернутая и 2 пентаклей. А здесь вообще интересная информация. В 5-й мерности создание материи происходит именно так. Она мгновенно появляется и разрушается при помощи мысли. То есть там процессы намного быстрее. И поэтому нас учат сейчас владеть мыслью и словом, чтобы увидеть медленно, как разрушается при помощи нашей мысли что-то, и как это медленно создается постепенно. То есть нам пока показывают это медленно, а потом это все будет очень быстро. То есть тебе нужно что-то построить, ты раз и построил. Тебе нужно что-то убрать, ты раз и убрал. И это моментально, то есть тут даже 2 пентаклей, это же как 8. Вот почему все время идет 8, 8, вот это ощущение перерождения, бесконечное перетекание. 4 жезлов перевернутая, то есть материя очень пластична. Ты можешь ее проявить и убрать, и она уже не проходит через такой жесткий слом, потому что там не такая материя жесткая, как здесь. Там материя более пластичная в 5-й мерности. Вот такая идет информация.
И там ее творить намного проще. То есть, если здесь при помощи мысли это сложновато, материя очень такая тяжеловатая здесь, да, и здесь есть инертность очень большая у материи. Да, очень много надо силы мысли, очень много энергии мысли надо вложить. А там намного проще, там материя более пластичная. И каждая твоя мысль мгновенно отражается в твоем мире. Вот поэтому чистота помыслов там очень важна. Да, опять рыцарь пентаклей, девятка жезлов, тройка жезлов, да, это про это же, и семерка пентаклей. Да, хотя ни одного старшего аркана нет, но я как раз вижу именно отсутствие обусловленности. То есть старшие арканы – это коды обусловленности материи. Мы только что об этом говорили. Здесь ни одного старшего аркана. Здесь материя ни с чем не обусловлена. Здесь материя перетекает в зависимости от того, нужна она нам или уже нет. Что мы хотим, да, воплотить в эту реальность. Обратите внимание, старшие арканы отсутствуют, это как раз только подтверждает. Так, пятая мерность, 16 аркан башни. Аркан борьба. Откладывать. Все-таки воздушные энергии. Зрелость и ничто. Пятый аркан Иерофант. Ничто. Но здесь все абсолютно. Что здесь проявление в материи нашей мысли зависит только вот от умения концентрироваться, вот вложиться. То есть если ты умеешь вложиться, получается, по 16-му аркану, там же проблема в чем? Человек осваивает минус 16-го аркана. Он умеет проклинать. А здесь потом в плюсе он начинает эту энергию в созидание. Но напор-то остается. И вот умение вложиться, вот этот напор, но только в плюсе, да, вот она. И это сразу проявляется. Прямо из ничто, из ничего. По пятому аркану, кстати, пятый аркан спикерства, это опять горло. То есть через «я сказал». И ловушка диссоциация, да. Здесь очень важно, что ты сепарирован с этим. Ты не залипаешь на своем творении. У тебя нет вот этого «ты моя прелесть, я тебя создал», понимаешь? Ловушка Эдипов комплекс. То есть здесь нет подражания кому-то. Потому что Эдипов комплекс – это мы подражаем нашим родителям. А здесь, в пятой мерности, нет подражания тем, кто делал это что-то до тебя. Это новаторское, это новое, это только ты, это только про тебя. Вот я так вижу. Всё. Ловушка страдания. Ну, когда у тебя нет залипания, у тебя нет страдания по поводу потери. То есть ты создаешь нечто такое, ты смотришь на это, ты смотришь, как оно растет, развивается и уходит. И вот у тебя уже есть, ты овладел эмоцией страдания. И дар привлекательность. Ну, дар привлекательность я здесь вижу, как тебе нравится играть с формами. Тебе интересно наблюдать, как появляется некая форма, и она умирает. Вот я здесь чувствую, здесь игра с материей. Я не знаю, как эта игра будет выглядеть. Может быть, кто-то будет создавать каких-то животных интересных, новые виды. Кто-то будет создавать какие-то архитектурные сооружения, но совершенно таки необычные, то, что раньше не существовало. Да? Вот здесь вот какое-то такое здесь новаторство. Вот я так вижу, я это создал, я посмотрел и отпустил, оно исчезло. Как-то так. И теперь подсказка высших сил, над чем нам нужно работать в первую очередь для того, чтобы перевести 16-й аркан башни из минуса в его ресурс. Подсказка.
Хотя здесь сказано уже так много. Феху и лагус. Первое, это нужно честно разобраться с тем, что для тебя ценно на самом деле в этой жизни. Здесь про психологию ценностей. Потому что если ты во главу угла поставишь материальные ценности, тебя проведут через жесткое испытание. Особенно в тот момент, когда тебе кажется, что именно ты достиг комфорта, ну, какой-то статусности, что-то ты достиг. Тебе есть чем гордиться, как говорится. И вот здесь вот нужно честно посмотреть на то, а что является ценностью на самом деле. Потому что лагус – это честность, это правда, это психология, это что-то интимное, и это на уровне чувств и эмоций. То есть течет у меня туда энергия или не течет. Могу я туда сегодня вкладывать свою энергию или не могу? Если у меня сегодня это не хочется, то надо ли? Здесь вот про то, чего я на самом деле хочу и куда меня влечет. Древо миров и скачущий конь Одина между мирами. Это тоже очень интересно. То есть работа на местах силы, работа в канале, в потоке, с родом, с информацией по мирам, раскрытие всех вот этих наших арканов, то, что я делаю, это все правильно. Вот я бы сказала, что все, что мы здесь делаем, то, что делаю я на канале, то, что делает группа практиков Беркана, то, что мы работаем на местах силы, я здесь чувствую полный резонанс. И все мы, кто путники, кто находится в трансформации, прекрасно понимают, о чем я говорю, и слышат меня правильно. Поэтому я могу сказать, что я благодарна всем тем, кто присутствовал на считывании этого 16-го аркана башня, потому что меня поддерживали сейчас мои единомышленники, мои духовная моя родня. Я вам благодарна, признательна. С удовольствием пересмотрю сама это в записи.